А вы знали, что президента в Америке выбирают не простые люди, а некая коллегия, состоящая всего из 538 человек? Всем привет! Вы на канале Юрия Соломахи. И сегодня будем говорить о том, что это за 538 человек, сколько их в каждом штате и почему именно они играют решающую роль в избрании главного лица страны. На самом деле, далеко не все американцы понимают весь процесс выборов президента, так что даже русскоговорящим американцам будет полезно это видео. Я постараюсь максимально упростить объяснение. Итак, выборы президента Америки проходят в два этапа. Первый этап – это народное волеизъявление, и второй – это когда голосуют выборщики. Как вы знаете, Америка состоит из 50 штатов. На первом этапе граждане штатов участвуют во всенародном голосовании. Голоса считают отдельно в каждом штате. Таким образом, в каждом отдельном штате определяют победителя простым большинством голосов. К этому времени у каждого кандидата в президенты в каждом штате есть свой список выборщиков, которые пообещали проголосовать за него. Через 40 дней после всенародного голосования проходит второй этап, когда выборщики кандидата-победителя собираются в столице штата и голосуют за него. На этом собрании составляется документ, на котором фиксируются голоса выборщиков и их количество. Потом этот документ из каждого штата отсылается в Конгресс, где голоса подсчитываются. Поскольку выборщиков всего 538, для победы одного из кандидатов достаточно набрать большинство 269 плюс 1, то есть 270 голосов. Председатель Сената объявляет победителя выборов. Почему отцы-основатели прописали в американской конституции такой сложный процесс? Потому что они не верили в чистую демократию. Они считали, что большинство вполне может превратиться в тирана и хотели защитить Соединенные Штаты, ограничив немного демократию. Наверное, мудрые были люди, потому что прошло 230 лет, а система работает как часы. Холодно, но красиво. Как определяется, сколько голосов выборщиков имеет каждый штат? Каким бы ни был маленьким, со старта каждый штат получает 2 голоса, и остальные добавляются пропорционально населению. Самая населенная Калифорния имеет 55 выборщиков, тогда как Вайоминг, который в 66 раз меньше Калифорнии, имеет целых 3 выборщика, что для него очень круто. Кто же эти загадочные выборщики, которых никто не видел? Как правило, это партийная элита, то есть люди, преданные той или иной партии. Выборщиком не может стать государственный чиновник. Раз в 4 года на выборе президента до начала всенародного голосования каждая партия, принимающая участие в выборах, составляет свой список выборщиков. И когда человек идет на выборы, он на самом деле голосует не за Трампа, не за Байдена, а за список выборщиков, стоящих за кандидатом в этом штате. Может ли так случиться, что выборщик в итоге проголосует за другого кандидата? Да, но это крайне редкое явление. В 99% случаев выборщики голосуют добросовестно. Преимуществом такой системы является то, что каждый штат, каким бы малочисленным ни был, имеет свой вес и ценность, что заставляет каждого кандидата выстраивать коалицию национального уровня. Таким образом, учитываются интересы каждого уголка большой страны. Кроме того, выборы по такой системе немного сложнее сфальсифицировать. Недостаток этой системы в том, что голос человека за кандидата от одной партии в штате, который традиционно голосует за другую партию, ни на что не влияет. Например, сколько бы людей не проголосовало за республиканца Трампа в штате Вашингтон, который в последнее время всегда голосует за демократов, это ничего не даст. Голосуй, не голосуй, все равно получишь президента-демократа, потому что победитель забирает все. Но расслабляться и не ходить на выборы не стоит, потому что однажды штат Вашингтон может стать республиканским, а Техас, например, превратится в демократический штат. Такая система хорошо подходит для больших стран с неоднородным населением, например, стран, имеющих федеративное устройство. Спасибо, что досмотрели до конца. И, кстати, скоро выйдет мое новое видео о выборах 2020. Поговорим о Трампе, Байдене и о том, что ждет Америку в будущем. Чтобы не пропустить, подпишитесь на мой канал. С вами был Юрий. Всем пока!